Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня предложить вам вот такое вот колье. Это колье получилось в результате того, что я хотела сначала сплести колечко. И вот модель колечка, которую я изначально разработала, но мне показалось, что оно, наверное, будет на пальце как-то великовато, и я решила этот цветочек немного уменьшить. Я убрала вот эти кристаллы, вот эти вот крестики. И в итоге у меня получился маленький цветочек, вот такой вот. И когда я его оплела, я поняла, что я не хочу делать из него колечко, а очень красиво смотрится именно в сочетании с вот этим бисером и такие продолговатые формы. Вот когда мы сплетем первый элемент, вы увидите, насколько красиво он смотрится. Его можно использовать как сережку. И можно так сделать браслет, можно это украшение сделать полностью из цветочков, не добавлять вот этой цепочки, как я сделала, а просто наплести много-много цветочков. Я вам сегодня покажу, как плетется вот такой элемент, как он соединяется. Ну, а если вы не знаете, как плетется эта цепочка, то напишите мне, я мастер-класс сделаю. Хотя, я думаю, наверное, вы все уже знаете, как эту цепочку сплести. Смотрите, какой я использовала материал. Вот эти вот кристаллы 3 на 4 миллиметра. Они такого необыкновенного цвета, не голубой, не серый, а с такими переливами. Ну, я так называю их для себя хамелеоны, цвет хамелеон. Бисер я использовала вот такой вот, 59-115. Я вам рекомендую этот бисер, посмотрите, он очень ровные, все бисеринки одинаковые, и он не облазит, этот бисер, вообще не облазит. Я уже из этого бисера много разных украшений делала, и скажу так, что это один из лучших бисеров, которым я работала. Ну а теперь давайте приступим. Я вам сейчас покажу на совсем других материалах. Я возьму кристаллы большего размера, ну и соответственно бисер номер 8. Тут самое главное понять суть. А может быть, вам понравится из кристаллов больших, а может быть, вы сделаете из еще больших кристаллов и большего размера бисера. Тут все нужно экспериментировать. Итак, давайте начнем. Как я сказала, тут есть два варианта. Можно сначала наделать вот таких вот элементов, а потом их соединить. Как соединять, я вам потом покажу. Но я, как человек нетерпеливый, мне всегда хочется все одним махом сделать. Я это колье плела одной ниткой. Я вам покажу и так, и так. Это плетение вы все знаете. Мы с вами так плели и браслеты, и делали колечки. Так что сложного здесь ничего нету. Первый наш набор состоит в том, я вам покажу первый способ, как плела я. Набираем 4 бисерины. Завязываем их в колечко. И выходим в любую из бисерин. Давайте сюда в верхушечку выйдем. И следующий наш набор будет вот такой. И теперь смотрите, вот наша ниточка выходит из бисерины. Выходит она сюда, влево. Я захожу в эту бисерину с правой стороны. Вот так. То есть в ту бисерину, откуда вышла нитка. И хорошенечко подтягиваю. И смотрите, мы уже сплели с вами 2 лепестка из цветочка. Вот эта бисерина, это середина нашего цветочка. И мы сейчас в нее пройдем. Мы заходим, смотрите, нитка вот вышла наша. Мы идем по ходу плетения. И заходим в бисерину, которая наша серединка. Что я дальше делала? Я набираю 5 бисерин. Набираю 5 бисерин. И захожу с обратной стороны. Вот смотрите, нитка выходит опять
на меня, а я захожу вот так, с обратной стороны в эту бисеринку. И вот мы с вами, смотрите, сделали серединку у цветочка. И я сразу же прохожу, по ходу плетения вот нитка выходит, я сразу же прохожу в следующую бисеринку, вот сюда. И теперь мы с вами будем, до того, как мы закончим этот цветочек, делать вот такой набор. Один кристалл, одна бисерина. И заходим мы, смотрите, вот в этот кристалл. В кристалл зашли, заходим в ту бисерину, из которой выходит нитка, и сразу в следующую. Вот так. То есть мы заходим в кристалл, в бисерину, из которой вышла наша нитка, и сразу проходим в следующую. Подтягиваем. Видите, такая получилась петелька, мы ее подравниваем и хорошенечко подтягиваем. И смотрите, у нас уже пол цветочка есть. И делаем так, пока у нас не будет 6 кристаллов. Набираем кристалл бисерина, заходим в кристалл, в бисерину, из которой выходит нитка, и сразу в следующую. Вот так. И хорошенечко подтягиваем. Подстраиваем так, чтобы кристалл подошел вплотную к бисеринам. Делаем то же самое. Кристалл бисерина. Заходим в кристалл и в 2 бисериночки. Вот так. Смотрим, сколько? 5 кристаллов. Значит, остался у нас последний кристалл. Набираем его бисериночку. Заходим в кристалл и в 2 бисерины, как мы и заходили. Смотрим, чего у нас с вами не хватает. У нас получился цветочек, но он не замкнут. Поэтому что мы делаем? Мы заходим в кристалл, с которого мы с вами начинали плетение. Вот наша ниточка выходит. Смотрим, чего не хватает. Между вот этими кристаллами не хватает одной бисериночки. Мы ее набираем и заходим опять в кристалл. И проходим вот так вот по кругу еще раз. То есть в бисерину. И выходим из вот этого кристалла. Вот так. И дальше я делала вот что. Я проходила вперед, вот сюда, вот в эту бисериночку. Ну и так как я просчитывала, у меня выходило 3 бисерины. Давайте попробуем на этом размере бисера, что будет. Набирала 1, 2, 3 бисерины и заходила вот сюда по кругу. Да, 3 бисерины хорошо ложатся. Значит, набираем каждый раз по 3 бисерины и обходим круг. Значит, набираем 3 бисерины. Следующие 3 бисерины. И смотрите, вот та бисерина, напротив нее стоит вот этот вот крестик. Набираем 3 бисерины и заходим в ту бисерину, из которой выходит нитка. Вот так. И у нас, смотрите, что получается. И так мы проходим теперь до конца. По 3 бисерины набираем каждый раз. Идем по кругу. И вот мы замкнули круг. Вот что у нас с вами получается. Смотрите. Когда я сделала вот этот элемент, посмотрите, как он красиво смотрится сам по себе. Вот эти крестики в сочетании с цветочком дают такую какую-то восточную нотку. И можно, если здесь приделать швензу, получится очень такая симпатичная сережка.
Можно, конечно, сделать и колечко из вот этих вот крестиков, продолжить дужку такую тоненькую, и получится такое тоненькое изящное колечко. Дальше, чтобы вязать, дальше следующий элемент. Ну, первый элемент можно вязать и на этом крестике. Но если мы отсюда начнем, понятно, мы свяжем следующий и придем сюда же. Поэтому, чтобы здесь не отягощать лишними нитками, мы отсюда будем продолжать цепочку. Мы выходим вот в этот крестик. Идем по кругу, просто вот так вот укрепляем, лишний раз пройдемся по кругу. Заходим в крестик. Проходим по крестику. Вот сюда. В верхушечку нашего крестика. Вышли. И что мы делаем? Мы делаем такой набор, как мы делали первоначально. Вот такой набор. Заходим с обратной стороны крестика. И выходим вот в эту бисерину. И выходим вот в эту вот бисериночку. Эта бисериночка наш центр цветочка. Да, можно было бы вязать этот цветочек, набирая каждый раз набор бисерина, кристалл, бисерина, но тогда, если так делать, получается неровный вот этот вот круг. Я делала так, каждый раз набирала по такому треугольнику, кристалл, бисерина, кристалл, ну и так далее. И смотрите, даже то, что я потом прошлась по кругу, у меня вот эти вот бисерины не встали на место, они, ну, кто в лес, кто по дрова. Поэтому лучше сразу набрать вот этот вот центр нашего цветочка, то есть мы набираем 5 бисерин. И заходим с обратной стороны в ту бисерину, из которой выходит нитка. Вот. И таким же образом мы вяжем второй цветочек. Вот у нас нитка выходит. Проходим сразу в следующую бисерину. Набираем кристалл, бисерину, заходим в бисерину и проходим сразу по 2 бисеринам из центра цветочка. Вот так. И так повторяем до того момента, пока у нас не сложится 6 кристаллов. Вот, когда мы 6 кристаллов набрали, мы проходим в первоначальный кристалл. Добираем одну бисерину, заходим в кристалл, который поставили последним, и вот так вот замыкаем наше колечко. Хорошенечко подтягиваем. Выходим вот в этот кристалл. И, как показал уже опыт, можно было бы обвязывать в эту сторону, но, как показал опыт, надо выходить в бисерину, из которой мы начинали плетение. Вот так. Следующий наш цветочек. И делаем то же самое, что мы делали здесь. И вот мы, когда провязали нужное количество цветочков, мы пришли к тому цветочку, из которого будем делать висюлечку вниз и вторую ветвь. Этот цветочек пришел как обычно, и если бы мы продолжали плести, то наш крестик был бы вот здесь. Но мы делаем здесь
через 2. То есть, смотрите, в центре мы делаем следующий крестик. Вот здесь, то есть через бисерину получается. И следующий крестик вот здесь. То есть у нас получается, у нас всего 6 бисерин, и мы делаем на каждой второй. Вот отсюда, допустим, будет выходить вот эта центральная часть, а вот отсюда будет выходить наша вторая дуга. И вот эта бисерина, из которой мы будем делать, допустим, нашу вторую ветвь. Набираем 3 бисерины. Делаем крестик. Да, естественно, что все должно быть предварительно хорошенечко подтянуто. Делаем крестик. Отсюда мы будем плести нашу вторую дугу. Отсюда мы будем делать нашу висюлечку. Ну, или наоборот, это вы уже сами решите, что вы захотите раньше сплести. И также заканчиваем бисером обходу так по кругу нашего цветочка. Эти крестики потом, когда вы будете плести, они разравниваются. То есть по ним нужно будет просто еще раз пройти, и они встанут на место. Ну и вот мы закрыли наш цветочек. И для того, чтобы продолжить, мы должны пройти или в этот крестик, или в этот крестик. Ну вот смотрите, я на этом цветочке оплетку сняла и сделала еще один цветочек. То есть вы можете отдельно наделать вот таких вот цветочек. Первоначальный набор будет тогда не крестик набирать, а просто набирать бисерину, кристалл, бисерина, кристалл. Заходим в одну из бисерин, делаем колечко. Ну, все то же самое, только здесь не крестик будет в начале, а просто бисерина. Дальше. Когда вы наплетете много таких цветочков, вы берете 2 иголки и нитку. И делаете вот что. Берете один цветочек, набираете на одну иголку 2 бисерины, на вторую 1. И вот эту бисерину, которая у нас получается вторая на одной иголке, проходим вот так навстречу друг другу, чтобы 2 иголки у нас пересеклись. И подтягиваем. Видите, мы сделали тот крестик, который у нас вот здесь в начале. Дальше проходим, допустим, одной иголкой по кругу и выходим сюда. А второй иголкой проходим точно так же по крестику и выходим вот сюда. И дальше мы делаем то, что мы делали вот здесь. Мы каждый раз набираем 3 бисерины. Одной иголкой набираем 3 бисерины. Вот, мы пришли в следующую вершину нашего крестика. Берем вторую иголку и делаем то же самое. Набираем каждый раз по 3 бисерины. Проходим следующую. И вот мы, наши иголки встретились в верхушечке нашего крестика. Или в основании нашего крестика. Второе основание крестика, вот оно. То есть, что мы делаем? Мы на одну иголку одеваем одну бисеринку. И на вторую иголку одеваем одну бисеринку. И крест-накрест заходим в верхушечку вот этого вот крестика.
Вот мы два элемента между собой соединили. Теперь мы делаем все то же самое. Набираем каждый раз по 3 бисерины и идем по кругу до следующего соединения наших цветочков. Ну и, соответственно, здесь будет то же самое. Так что делайте, как вам будет удобнее. Ну, а я желаю вам всем, друзья мои, рукодельте с удовольствием. Пусть у вас все всегда получается. Всего вам доброго. До свидания.